Здравствуйте, господа. Меня зовут Александр, и я хочу поговорить с вами сегодня о ступенях для винтовых лестниц. Не о деревянных ступенях, а стальных, гнутых из листа ступенях. Их, как правило, приваривают либо непосредственно к центральному столбу, шпинделю винтовой лестницы, что делает ее по своей сути слабо ремонтопригодной, либо к промежуточному куску трубы, стакану так называемому. Причем этот стакан, он всегда делается больше диаметра трубы. Учитывая ряд типа размеров труб, которые имеются в продаже на металлобазах, конструкция получается с зазорами, фиксируется оно установочными винтами. Вся эта конструкция, конечно, держит, но в общем-то является весьма проблематичной. Поэтому я, как человек, уже не первый год занимающийся изготовлением лестниц, в конце концов пришел к выводу, что для того, чтобы получить съемную, сборную металлическую ступень для винтовой лестницы, необходимо вводить дополнительную деталь – разрезной стяжной кронштейн-хомут, который, стягиваясь на стойке лестницы болтами, надежно фиксирует на ней ступень. Сама же ступень крепится к боковой балке кронштейна также двумя болтами. И представляет из себя эта ступень классическую, гнутую из листа двоечки, шипованную, либо гладкую, либо гнутую из листа троечки, рифленочки, ступень под приварку, которая часто применяется, к которой все привыкли. Единственное, что для того, чтобы ступень могла быть закреплена на кронштейн, снизу к этой ступени приваривается две проушины. Ступени выставляются на шпинделе по высоте и по углу, после чего крепится ограждение. Стойки ограждения может быть любыми. Например, из электросварной трубы 25 мм в диаметре, гнутые с клипсой, вот как на данном видео. Стойки фиксируются к ступени при помощи саморезов. И кроме того, чтобы уже окончательно зафиксировать затянутую на шпинделе ступень, сбоку к стойке через ступень, через хомут в трубу ставится справа и слева два контрящих самореза. Это, в общем-то, окончательно фиксирует всю лестницу. Таким образом, мы получаем очень удобную в монтаже лестницу, которая может быть смонтирована как сверху, когда выставляется шпиндель и сверху набрасываются одна за другой ступени. Так собираются все лестницы. Но также может быть применен монтаж сбоку. Это когда мы имеем какую-то стойку, как, например, стойка моего навеса, вот этот монтаж показан на видео. Монтаж может производиться сбоку, скажем так, не снимая крыши. Это открывает просто удивительную возможность превратить в винтовую лестницу любую стойку любого помещения. Также, если гладкая ступень, может вполне быть применена деревянная декоративная накладка. Таким образом, мы получаем полностью сборную конструкцию, которая может быть покрашена в любой указанный заказчиком цвет. Монтаж производится без сварки, и таким образом мы получим прекрасную универсальную лестницу как для внутреннего применения, так и наружную лестницу в сад, на веранду и так далее и тому подобное. В общем, на этом у меня все. Всего вам хорошего, всего вам доброго. Слава Украине!